земля с Ниссана. Принес ее домой. Сейчас покажу вам, как они выглядят. Вот это снятое в данный момент, видите, она с датчиком. А это, которое пришло с Алиэкспресса. Сейчас будем заниматься, как называется, переделкой, переносом шлейфа отсюда вот сюда. Сейчас начнем разбирать мы снятую, да? Сначала мы откручиваем датчик. Кстати, желательно датчик оставить в этом положении, хотя не особо важно, потому что мы будем все равно его регулировать на месте. Одним из способов я покажу, как это делается. Но надо аккуратно, не получится мне, как я думал, что-то там налепить, потому что здесь на этой улитке, помимо, вернее, вот на этой катушке, куда наматывается, да, сейчас я вам покажу, там получается, что эта штучка, вот смотрите, если так смотреть, так, оригинальная и неоригинальная, да, вот видите, здесь они одинаковые, а вот здесь разные. То же самое и у датчика. Видите? Разные, да? Здесь толще, здесь тоньше. Поэтому, когда я помню, вот так вот взял, сразу поставил, обрадовался, и в итоге ничего. Вот если бы можно было бы взять вот эту штучку сразу и сюда поставить, вот было бы здорово. А так нет, не здорово, придется делать что-то. Так, значит, как снимать? Снимаем мы сначала. Так. Откручиваем вот эти штучки. Два винтика. Раз, два. Снимаем их. Где-то маленькая отверточка наша помогающая. Опаньки. И здесь тоже. Оп. Сняли. Положили в сторону. Вот. Вот так сделан оригинальный шлейф. А вот китаец наверняка сделан по-другому. Так, это мы тоже снимаем. Почему-то здесь не закручен винтик. Ну да. Только что его открутил. Поскольку нам это не важно уже, да, мы можем так достаточно неаккуратно ее снимать. Но сам факт, что надо ее вот так вот ослабить, чтобы она туда ушла. А эту сейчас мы будем вытаскивать наверх. Это надо переворачиваем. Можно использовать зубочистки, чтобы подставлять вот туда, где мы уже отогнули пластину, грубо, чтобы она не закрылась. 3-4 штучки надо, вернее 3 надо. Здесь уже более аккуратнее работаем, так что как бы нам пластиковые детали эти все не нужны будут. Еще одну снимаем. Здесь можно уже, наверное, не снимать, а просто выталкивать. Опаньки. Зубочистки улетели. Аккуратно вытаскиваем провода в сторону. Как бы вот мы сняли одну часть. Теперь нам надо снять верхнюю часть. Здесь немножко проще.
Просто отверточкой поддеваем. Опс. 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 Сори, надо сначала еще вот здесь открутить. Этот вот ключ, чтобы не сломать крестик. Да. Теперь мы снимаем это вместе со шлейфом. Ну вот так выглядит, и работает она вот так. Видите, в одну сторону. А когда надо крутить, она выкручивается, оттуда выходит и идет в другую. Где-то мне тут паяли, но что-то не так. Это снимаем. Вот. Где-то мне тут вот паяли шлейф, но что-то с ним, видите, перегнулся он, ну, сломался, короче. И вот поэтому не работает. Ладно, снимаем отсюда, снимаем отсюда. И вот эти вещи у китайцев сделаны как-то немножко по-другому, поэтому проблемка у нас получается. Оп. Вот, мы сняли. Оригинал. Нам пригодится посмотреть, как загибается шлейф. Вот это оригинальные вещи. И вот этот вот загиб, он как бы немножко, ну, наскос идет. Да? Нет, не наскос. По-моему, наоборот, он идет прямой. Потому что нет, наскос. Вот, наскос, видите? В скошенном виде так совывается. А у китайца это сделано так, что он почему-то в одну сторону загнут, потом в другую сторону загнут. И в итоге он как бы вот так как бы сделан, да, и прямой. И у нас из-за этого была проблема, мы сломали тот китайский шлейф. Ну, посмотрим, как сделано в этом. Теперь начинается самая аккуратная часть работы, самое важное, потому что здесь все рабочее, как бы, по идее. Ну, сниму шлейф и попробую прозвонить. Значит, ну, снимаем мы таким же образом, таким же макаром. Значит, сначала откручиваем верхние. Я уже не первый раз это делаю, потому что у меня было, я говорю, китаец, оригинал. Я еще один китаец дал своему бывшему коллеге, но как-то он с ним пропал. Но все равно я уже тут несколько раз делал. Да, сюда. Сегодня только загвоздка была с снятием подушки. Что-то там вот это отсюда, потому что, возможно, надо будет ставить ту, а не эту. Так, это значит мы сделали. О, ребята, что я вижу? Так. Такое ощущение, что здесь ну, не знаю, на первый взгляд мне так кажется, что здесь очень даже как-то хорошо сделан этот шлейф по сравнению с тем, который был. Сейчас вот тут надо аккуратненько все делать, очень аккуратно. Поднимать, снимать, чтобы он вылез прямо нежно.
Очень не хочу я, чтобы тут что-то сломалось. Я думаю, что вы тоже не хотите. Не желаете мне этого. Так, теперь, значит, так, будем работать зубочисточками. Угу. Не хочется мне сломать и опять ждать заказа. Да, если бы не эта пластиковая штучка, все было бы замечательно. Не надо было ничего переделать. Почему другого диаметра нету, я не знаю. Хоть и пишут они, что это для Кашкая, для моего типа. Но по факту. Так что не торопитесь выбрасывать оригинал, когда получили новый. Хорошо, что я не выбросил, иначе бы, блин, точно пришлось бы искать либо на шроте, так, нам куда? Нам наверх? Куда ж нам? Ну, должна идти на меня. Сколько я помню, когда это надо. Так, аккуратно. Не, знаете, давайте мы сначала снимем эту, да? Я как-то поторопился. Сначала надо эту снять. Верхнюю часть. Чтоб она не мешала. А потом уже ту штучку. Вот так. И винтик. Опаньки. Ну, тут вроде как ничего так сложен, в принципе, на первый взгляд. Так. Надо снимать и вытаскивать с этой штуки. Так. Это должна уйти аккуратненько. Не хочет. Не хочет. Тоже ставить, значит, этот самый зубочисточку.
Самый такой момент, вот этот вот нехороший, что ты не идешь. Как бы и эту надо отжимать, и ту надо отжимать. И там надо смотреть, чтобы шлейф хорошо пошел. Чтоб не порвался. Так, вот. С места сдвинули. Теперь надо вот с этой штучкой вот. Вот так вот. Вот так вот. 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 Блин, что? Так вот, да. Вот так. Аккуратненько. Надеюсь, тут ничего не порвали. О! Сняли мы с этой, да? Эта штука. Ну, сейчас будем смотреть, что у нас тут. Да, то же самое, ребята. Загнуто. Ой, вот почему они так загибают? Потому что неправильно паяют, по-моему. Этот у них изгиб этот в виде. Ладно, будем пробовать, пытаться сделать аккуратно. Ну как оно у них? О, оно у них даже не держится никак. Видите? Вот видите, как у них загнуто? Неправильно. По сравнению, ну, как должно быть. Сейчас, подожди. Сейчас. Вот с этим, вот. Вот. Вот это и есть проблема, потому что вот в эту фишку оригинальную, она как бы влазит. Но не влазит, потому что там нужен уголок. Это раз. Во-вторых, она, блин, тоньше. Сейчас буду что-то думать, как сделать, чтобы опять не сломать. Блин, не туда. Вот сюда. Так, ребята, взял
ножовочку и пропилил так, чтобы был прямой угол в одну сторону и в другую сторону. Теперь будем проверять, залезет ли. Так, берем старый. Возможно, надо будет просто расширять. Я не говорю, что обязательно. Я говорю, что возможно. До конца почему-то не доходит еще. До конца, значит, нету пропила еще. Либо маловат он с той стороны. Понял. Узкий проход. Надо надфилем работать. Чего? Я думаю, мы победим. Главное, идея есть. Ой. Попробуем мы другой. Согнем эту. Доходит. А у нас тут получается 3 ряда. Вот такая вот зайдет. Вот что нам важно. Ребята, походу заходит. Фух, ну ладно. Попробуем. Главное. Фу. Опс. Оп. Ёлки-палки, ребятишки. Походу все супер. Ху-ху-ху-ху. Теперь, ну, главное, чтобы она там еще зашла, в эту штучку, которая называется... Фу, голова заболела. Так, теперь, значит, это сюда, это сюда, это сюда. Ен-то где, ну, блин, наоборот. Я не понял, это вот... А, ну так, возьмем, да. Вот, теперь, значит, закручиваем. Тин-тирин-тирин-тирин. Вот, ребят, у нас собрано, вроде все подошло. Очень надеюсь. Теперь собираем. Просовываем вот сюда всю эту фишку. А вот этот у нас дружок
контактик должен стоять вот сюда. Сейчас мы закрутим его, наверное, получше. Потом слабо закрутился. Вот так, да? Поставим на место, надо его поставить сюда и вот сюда. Так я думаю, в это вставляется или в родную. Давайте-ка поставим ее в родную, которая была получена, а то как-то он криво становится. Наверное, там держатель, да, немножко другой. Да, это более надежный, и смазки здесь больше. Силиконовые. Так, так, так. И наверное, проходите, ребята, вот так. Угу. Вот, наверное, так будет лучше, да? Теперь нам нужно вставить, чтобы эти все попали в пазики. Очень важно. Не так это трудно, но это важно. Ну, вроде все у меня вылезли. Оп. И захлопываем с одной стороны и со всех сторон. Все. Эта часть готова. Единственное, надо ее привинтить, да? Там был какой-то маленький у нас такой шурупчик. Кажется, вот этот был. Где он летел? Вот этот. Сейчас мы его отверточкой прикрутим. Да, я понял. И вот сейчас очень аккуратно мы вставляем как раз вот эту часть. Потому что это у нас готово. Вставляется вот эта часть. Теперь не попортить бы контакты. Вот и хорошо, что зашла. Очень удивительно, подозрительно легко. Подозрительно хорошо, но не хорошо. Зачем прищемилась эта штучка? Все, может быть, так и должно быть. Посмотрим. Посмотрим. Так, это сюда, сюда, это сюда и сюда. И крышечка наша. Наверное, вот это будет. Какая у нас родная. Все одинаковые, что наша вторая. Ни одна не поломана. Нормально, нормально. Все залезли, все залезли. Оп, 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 ребята. Это уже начинает радовать. Прикручиваем эту. Прикручиваем вот эту. Все, ребята, мы собрали. Теперь надо пойти поставить
отрегулировать датчик. Вернее, отрегулировать датчик, поставить, все подсоединить, проверить и снять ошибку безопасности подушки. Как-то вот так. Немного пришлось пофантазировать и сделать. Главное вот этот пропил. Это главное. Тогда можно китайцев вставить в оригинал. Другого способа мы просто поломаем шлейф. Ну все, сейчас пойдем в машину и все это будем устанавливать. Не отключайтесь.